Приветствую, дорогие друзья, с вами Александр Святов. Сегодня разберем мои конкретные вот эти берцы. Очень классные ботинки, одни из самых удобных, которые у меня есть. Никогда не подводили, и на протяжении вот уже практически 2 лет я их ношу, снимая очень редко. С вами Александр Святов, ссылка на Telegram, Instagram в описании. Обязательно подпишитесь. Под видео ставьте какой-то комментарий, палец вверх, палец вниз. Обязательно подпишитесь на YouTube канал и нажмите на колокольчик. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Военный обзор. Меня зовут Иван Савин. Я надеюсь, что вы оценили вставку в самом начале, где я немножко так спародировал Александра Святова. Кстати, привет ему большой. Кому интересна всякая тема американской снаряги и так далее, подписывайтесь на его канал. Но он нас, россиян, и меня в том числе, не особо любит по понятным причинам. Поэтому, возможно, при просмотре у вас сгорит пукан. Так, вот идем. Кроссовочки мои уже промокли вместе с красными совковыми носками. Но сейчас найдем какое-нибудь место, благо погодка шепчет, тепло, солнечно. Так что никакие софтбоксы, студия мне нафиг не нужна, чтобы снять этот замечательный видос. Вот найдем сейчас место. Сейчас будут лайфхаки о том, как разравнивать площадочку для съемок. Очень хорошее место, на котором нету особо много такой вот высокой растительности, на которой можно расстелить какое-то полотно и на нем уже снимать. Но перед тем, как расстилать полотно, надо все-таки уже имеющиеся травки, типа вот такой, подпрямять, как это делается. В левом углу ринга берцы Збройных сил Украины, Вооруженных сил Украины, Талан тип Б. В правом углу ринга российские берцы Фарадей Мод 906, они же берцы из комплекта ВКПО. Ссылка на полный обзор этих берцев вот здесь вот. Также здесь у нас представлены носки ЗСУ демисезонные, которые носятся в комплекте с этими таланами. И носки демисезонные или летние, которые носятся в Вооруженных силах Российской Федерации. Я очень долго ждал эти берцы. Видео о том, как я их ждал, тоже можно посмотреть здесь. Почему я захотел именно их себе добыть на обзор? Собственно говоря, потому что Украина на данный момент очень интересный объект для изучения, для ознакомления, в том плане, что это та страна, которая очень стремительно переходит от советской школы, от российских стандартов к натовским, американским и так далее. И это очень хорошо проследуется на обмундирование и снаряжение. Добавлю, что я не допущу возможности разжигать какой-то срач у меня в комментариях под видео, и делать в комментариях мини-Донбасс я не собираюсь. Поэтому буду банить всех, кто будет говорить за политику и прочую хуйню. В этом видео мы обсуждаем преимущества этих или этих берц и особенности этих и этих берц. Никакой политики, только ботинки. Вот и все. Это видео сравнение. На полный полноценный обзор это видео не будет претендовать, потому что я потом в дальнейшем сниму о них отдельное видео, которое будет во всех смыслах раскрывать тему берцев Талан. А это будет просто так, потехи ради, сравнения ВСУ с ВС РФ. Сравнивать берцы Мод 906 и Талан тип Б не совсем корректно, так как это просто летние берцы, тупо джанглы, которые сделаны для российской армии, которые носят все, и срочники, и контрактники. В то время как Таланы — это ботинки, внимание, с Гортексом. И они больше подходят под тип трекингов. И вот если внешне посмотреть, они очень похожи на ботинки Лова, да? Но у меня здесь конкретно не Лова, а китайская копия под российским брендом или типа того. Внешне ознакомимся с ботинками. Будем сравнивать, считай, 1 к 1. Ну, начнем прежде всего с подошвы или протектора. Вот его внешний вид. Название фирмы. Кстати, вот эта вот штука очень похожая на вишню. Если знаете, такой был нож советский НР-43 «Вишня».
Вот его тоже вишней прозвали за то, что вот такая вот была там эмблема похожая. Что здесь у нас написано? Oil and Heat Resistance. Что означает, что эта подошва масло-бензостойкая. Она не растворяется от взаимодействия с бензином и не лопается при использовании и так далее. Размер ботинок указывается здесь, 45-й. Что это за марка, я, честно говоря, не знаю. Пишите в комментариях все, чего я не знаю или о чем я не подозреваю. Будет так гораздо полноценнее и интереснее. Дальше мы видим второй слой подошвы. Вот такая вот ловообразная, я бы сказал, и усиленный носок, что очень клево на самом деле. Потому что нередко, когда ты совершаешь какие-то пинки или еще что-то, нагрузка основная идет вот на вот эту часть стакана, я бы сказал. Что мы имеем на российских берцах Mod 906 от компании Faraday? Это абсолютно классическая подошва, которая используется исключительно в российской армии. Нигде я таких не видел. Вы можете видеть сам протектор. Он немного истерся. Вот эти берцы я ношу, года 2 точно. И, в принципе, они меня всем устраивают. Но это абсолютно обычные, хорошие, удобные берцы, в которых не применяются какие-то крутые нанотехнологии и так далее. Что мы здесь видим? Размер 46-й, 45-й Талан, он практически как 46-й Faraday. Видим название фирмы Faraday. И здесь вот такая вот эмблема. Здесь, кстати, какая-то фигня за штамповка. Обычно здесь у нас бывает такой двухглавый орел, который есть на гербе Российской Федерации. Прилив подошвы вулканизация, то есть вот эта часть берца ставится на станок, на горячую вот эту вот подошву, и она носок вот этот вот обхватывает собой. Здесь на тыльной части мы видим такой вот вырез. Кто-то утверждает, что он нужен для снижения массы берца, то есть несколько грамм как бы экономится при наличии такой штуки, либо же для крепления лыжной такой вот пружины. Знаете, наверное, такие советские лыжи, которые ты там носок вставляешь, и сзади такая универсальная пружина, которая фиксирует пятку. Ничего особенного, все в принципе классично и довольно-таки надежная такая штука, но при многолетней эксплуатации она все равно отваливается, и, так сказать, берцы начинают хотеть кушать. Получается вот такой вот крокодилий рот. Здесь у берцев Талан дополнительное очко получается, так как с ними такого не случится. Потому что вот лично мне кажется, что разбить вот этот вот носок будет практически невозможно. Обратите внимание на качество обработки. Местами, конечно же, был облой, практически сантиметровый здесь, но я его ножичком подрезал и стало немножечко красивее. Сам материал изготовления. Здесь мы видим, как это правильно назвать, замша или нубук коричневого цвета. Вот за коричневый цвет отдельный плюс. Это очень круто. Я не понимаю, почему вот в мире существует тенденция носить либо берцы черные, либо берцы бежевые. Я, конечно, понимаю, что там пустыня, вся фигня, но, блин, в России пустынь минимум. И было бы логичнее делать даже не черные берцы, которые нужно постоянно гуталинить, красить, мазать. Вот видите, я вот их поюзал, они вот все, они побитые, некрасивые и так далее и тому подобное. С бежевыми берцами, в принципе, практически та же самая ситуация, потому что они чернеют и становятся некрасивыми. Но вот коричневый цвет имеет явное преимущество перед черным и бежевым, потому что, банально, грунт и так далее, вот это все дело, оно же коричневое, да? Сейчас скажут, что я говно какое-то накопал, хотя это просто земля с камнем. Земля, грунт и так далее, они коричневые. Следовательно, ботинки будут выглядеть не такими запачканными, как если бы они были бы черными или бежевыми. Вот коричневый цвет обуви — это вообще супер. Дальше что? Здесь мы видим такие вот тканные вставки. По структуре своей напоминает немножечко, я бы сказал, кордуру, но я не уверен, что это кордура. Скажу сразу же, я не спец по украинскому языку, поэтому буду переводить постольку-поскольку. Производитель ТОВ Талан Лекпром. Ботинки с высоким берцем, тип Б, летний. Артикул размер 45,
Длина стопы 292 мм, полнота средняя. Принадлежит Национальной гвардии Украины. Год изготовления 2019. Кстати, у этих ботинок есть свой серийный номер. Озвучивать его смысла нету, вот вы его можете сами здесь хорошо увидеть. В теории этот номер может привести нас к старшине или начальнику вещевого довольствия той части, в которую эти ботинки должны были быть поставлены. Господа из СБУ могут по этому номеру пробить и взять за яйца того прапорщика, извините, сержанта, сейчас в Украине не сержанты, а не прапорщики, взять этого сержанта за яйца и засудить за распродажу имущества Национальной гвардии Украины, что будет очень-очень смешно и не совсем приятно тому самому прапору. Но, как мне говорят мои знакомые из Национальной гвардии, из ЗСУ, что эта фигня практически нигде не числится, и она, в принципе, довольно декоративная. Но есть части, в которых все дико по уставу, по нормативу, и этот номер вносится в реестр, чтобы все было учтено и хорошо. Что в этом плане умеет российский перец? Сам он из кожи, вот такими вот ниточками прошито. За 2 года ношения они не лопнули, не испортились. Вставки из кордуры в наличии. Внутри у нас сеточка, которая частично выводит влагу с стопы и помогает вентилировать ботинки. Никаких серийников на них нету и не бывает. Вот разве что исключением может быть то, что солдаты сами себе ставят здесь свой номер военного билета. Вот простые, незамысловатые берцы, опять же, как я сказал, как Джанко. Система шнуровки берцев. Здесь это сделано с помощью вот таких вот простеньких петель латунного цвета. Шнуровка через них, в принципе, довольно быстрая и удобная. Мне такие петли нравятся, и шнурки здесь довольно-таки толстые. Здесь ВСУ не пошли по американскому сценарию и не стали вешать тонкие шнурки, которыми даже жгуты перепиливать можно. Так что здесь, особо похвалить не за что, на мой взгляд. Российские берцы же имеют латунные петли, но покрашенные черным напылением. Вот, кстати, вот здесь вот краска обкололась. Шнурки здесь не родные. Я поставил как раз-таки те самые американские тонкие, которыми можно даже дерево тонкое спилить, если правильно ими пользоваться. Быстро, благодаря ним быстро все это дело зашнуровывается, очень быстро расшнуровывается. В общем, рекомендую приобретать такие шнурки, если есть возможность. Уже к мелочам перейдем. Когда напяливаешь российские берцы, ты тянешь вот за вот эту часть, надевается на твои ноги. В таланах есть же вот такая вот петля, с помощью которых можно где-нибудь хранить, вешать, проветривать и так далее. А также за нее очень удобно тянуть, когда ты ботинки напяливаешь на ноги. По комплектации ботинок. Российские берцы даются на сборочном пункте призывникам, либо начальникам вещевого довольствия в части к контрактнику, военнослужащим контрактной службы. Выдают, конечно же, первый сорт, новые ботинки, бэушные никто никому не дает, слава богу. Однако бэушные ботинки переходят в подменочный фонд на тот случай, если надо пойти на рабочку или еще какие-то занятия, дабы сохранить хорошее состояние своих основных берцев. В ВСУ не знаю, как обстоит дело, идут ли по второму кругу использоваться берцы Талан или нет срочниками, но по-любому все получают в основном новые берцы. И есть резонный вопрос, и некоторые подумают, что эти берцы настолько крутые для Украины, что их, наверное, там 1-2 коллеги, да и то там в высшем звании получают. Но на самом деле нет. Срочники очень даже часто носят эти ботинки и любят их. Забыл показать в полевых условиях, поэтому показываю сейчас в домашних условиях. Талан Тип Б Стартер Пак также предусматривает, помимо самих ботинков, в комплекте идет пакет целлофановый со следующим наполнением. Это сменные стельки. Они отличаются от тех, что вставляются в таланы изначально. Давайте поближе рассмотрим их. Вот такая у них структура. Чем они отличаются и зачем они нужны,
Я у кого не спрашивал, никто толком не знает. Ответа даже у служивых нету. Ну вот, если у вас есть какие-то предположения и так далее, оставляйте в комментариях, конечно же. Дальше у нас сменные шнурки в количестве одной пары. Спрей, чтобы обновлять их гидрофобный эффект, чтобы они не мокли и были защищены от всяких реагентов. И самый приятный ништяк. Вот такая вот щеточка в магазинчике стоит рублей 800. Здесь эта щеточка отличная, замечательная, запакованная. Идет в комплект, как раз тоже для ухода за ботинками. Как по-моему, это довольно сильная такая штука в сравнении с обычными щетками, которыми пользуются солдаты-срочники и иногда контрактники в российской армии. В общем, помимо пластиковой щетины у нас здесь есть такая вот металлическая. Все как у людей. И самое главное, вот эти все ништяки, они сразу же идут в комплект. Все эти ништяки, которые есть в комплекте таланов, российские берцы не имеют. То есть солдат не получает ни дополнительные стельки, ни дополнительные шнурки, ни уж тем более спрей. В России используется вот в таких вот круглых банках очень мерзкий, дурацкий буталин. Вообще, я его терпеть не могу, нахрен его вообще закупают, только деньги народные тратят, я считаю. Что за стелька у нас в базе в таланах? Достаем. Опа, вот такая вот беленькая внутри стелечка. Судя по всему, она имеет несколько слоев. Такая вот она красивая. Так, что это такое? Дрянь какая-то. И вот такая вот она с внутренней стороны. Внутри ботинка, кстати, есть Gore-Tex. Вот такая вот штучка. Вот это вот базовая стелька в российских берцах. С виду обычный поролон. Ничего особенного. Кстати, за время ношения вот этих вот стелек на конце скапливается вот такая вот шерсть, которая когда-то была частью носков. Вот так вот это все дело выглядит. Подписано Faraday. Якобы есть зоны с нагрузками, не нагрузками. Ну вот, кстати, насколько 46-й больше 45-го. Вот так вот рядом для сравнения. Кстати, несмотря на весь свой некрасивый внешний вид, вот эти вот стельнички довольно-таки хорошие. Теперь затронем тему, без которой ношение любой обуви, практически любой, кроме домашних тапочек, приносит некоторый дискомфорт. Конкретно это носки. Что получает российский солдат? Вот, кстати, они у меня совсем свежие, они даже у меня даже нитку между ними не разорвал. Это обычный длинный гольф, полушерстяной, если я не ошибаюсь. Он не имеет пятки и очень-очень длинный. В принципе, неплохо выполняет демпфирующую роль. Он хорошо фиксирует ноги внутри берца, не дает появляться мозолям, либо ограничивает их распространение по ноге, их увеличение на ноге, вот так вот даже можно сказать. Но чем дольше ты их носишь, тем сильнее они сползают вниз, и к концу дежурства, например, если их не поправлять каждые 5 минут, они могут вот так вот сползти вниз и начинать доставлять некий дискомфорт. Плюс, если ты сидишь в помещении в этих носках, в зимнее, допустим, время, в летнее это не так важно, в зимнее время носки сначала промокают от пота ваших ног, а потом этот пот начинает замерзать, и вместе с ногами замерзаете вы сами, после чего встречаете калечко ВЧ номер 1488, что имеет украинский военнослужащий. Вот это носки, которые я уже носил один раз с летними кроссовками летом, в парке в них гулял. Очень удобные. Это носки более умные, которые носятся определенно в основном только с трекинговой и специальной обувью. И для такой обуви, соответственно, нужны специальные носки.
Здесь вот есть размер. Ребра, так сказать, жесткости. Подпись. По заявлению производителя, эти носки в связке с гортексом позволяют ноге вентилироваться и выводить влагу гораздо эффективнее, чем в обычных носках. Плюс пользователи берцев Талан из ВДВ Украины, Национальной гвардии и так далее, с которыми я знаком, говорят о том, что если носить берцы Талан не с этими носками и вообще не с носками трекинговыми, компрессионными, то ботинки очень быстро начинают шманить потом ног, что не очень хорошо. Но на самом деле в окопной жизни это не так уж и важно. А вот комфорт от этих носков гораздо больше, чем от этих, я скажу вам. Вот эти я еще не надевал, я их взял чисто для примера. Я их уже наносился во время своей службы, и в жизни их одевать не захочу, если не будет альтернативы им. Ставь Луцк, если этот носок похож на Сталина. Вот так вот выглядит российский носок напяленным. В принципе, длина одинаковая, но вот внешне он выглядит гораздо удобнее. Сразу чувствуется, что приятно охватывается здесь. Ребра жесткости такие. Благодаря вот этим вот канавкам пар и испарение с ног постепенно выводится из ботинок, потому что они, видите, они не закрыты вот таким форсом, и получается такое вот русло для выхода, чего на российских носках абсолютно нету. И да, вот какая вот здесь вот вялая такая слабенькая резиночка, какая она широкая и четкая здесь. Таланы у меня абсолютно не разношены, я их одевал всего лишь один раз. Специально берег их внешний вид, чтобы показать вам их, так сказать, состояние практически из коробки. Эти берцы уже видали виды. Они немножко не разношены, чувствуется небольшой дискомфорт, но я пиздец как себя некомфортно чувствую вот в этих сраных, блядь, носках. Извините за мат. Во-первых, я в другом городе, за мат извини. Вот эти носки, они просто замечательные, шикарные. Я даже, пожалуй, сейчас же, переобуюсь. Кстати, зацените, насколько модняво и красиво вот эти носки выглядят с российскими берцами. Еще раз продемонстрирую, насколько быстрая шнуровка здесь быстро. Мы идем к водоему тестить ботиночки. Сейчас я, наверное, со стороны буду очень глупо выглядеть, так как на мне напялен сразу же два разных ботинка. Вроде бы должно быть неудобно, но на самом деле удобно что в левом, что в правом. Вот я сейчас иду. В принципе, очень даже комфортно. Вон пес не даст спиздеть. О, все, испугался. Ставь лайк, если хочешь купаться. Что-то здесь булькает, как будто бы там сидит утопец. Главное не разбудить утопцев, пока я тут топчусь. Потому что я не ведьмак, и шансов выстоять у меня практически нет. А сейчас мы посмотрим, каковы шансы выстоять ботинком против воды. В следующей формации. Значит, таланы я никак не обрабатывал, и они в том виде, в котором они поставлялись в коробке. То есть они абсолютно нулевые. На них нету никаких пропиток, кроме тех, которые, возможно, наносились на момент заводского производства или как-то так. Здесь же у меня нарядно одетые и довольно поюзанные российские берцы.
которые я уже проспреил талановским спреем водоотталкивающим. Так, ну давайте начнем с российского. Ну, надо сказать, что да, вода оттолкнулась, кордура не намокла, на ней остались шарики с водой. Теперь талан. О, очень красиво выглядит, классно. Повторяем все то же самое, только более близко. Так, ну я чуть-чуть почувствовал, что вот здесь вот начал протекать. Но это связано с тем, что я просто язычок долбоёб не обработал. Так. Вот настолько промокли берцы. Кордура промокла чуть-чуть, поверхностно стала сырой. Здесь она нормально так промокла. Тут совсем чуть-чуть. Ну а теперь как это выглядит на таланах. Вот, кстати, местами они тоже подмокли. Но, кстати, выглядит это на порядок лучше. Главное не упасть. Вот настолько они сырые стали. Ну, я, кстати, очень долго и нещадно их держал. Кордура, кстати, или не кордура это, очень хорошо сопротивляется. Хотя, мне кажется, что со временем это свойство будет утеряно, и эти ботинки будут невыносливее этих. Но, сами понимаете, все, что из коробки, оно гораздо лучше, чем то, что уже было ношено. Сейчас возьмем еще свежие пару ботинков и тоже их также окунем. Посмотрим, что будет, чисто для интереса. Достали наши ботиночки. Сейчас будем их увлекательно топить. Не наебнуться. Это будет очень смешно. Напоминает сценку из «Кто подставил кролика Роджера». Так, ну вот что было, собственно говоря, в первый раз. Вода собралась каплями. Ботинок довольно-таки выглядит сухим. В принципе, его можно отбить. Влага с него вся слетит. Что у нас внутри? Внутри он не выглядит мокрым. Ну, судя по всему, этот я обработал гораздо лучше. С него вся эта влага слетает гораздо быстрее. Пошел. Теперь берем. Видно, как образуется гидрофобная пленка на поверхности ботинка. Все, отряхнули, и все, воды на нем, считай, почти нет. Но все равно частично он мокнет. Кстати, кордура. Я его окунул. Вот, на ней собираются вот такие вот практически ртутные капельки. Ну вот. Пожалуй, переобуюсь я в эти ботинки сейчас полностью и пойду домой в них. Прошло буквально 15 минут. Смотрим, что произошло с таланами, которые окунались в воду. Как выглядит правый ботинок, который не был на меня надет. И как выглядит левый ботинок, который был на меня напялен. Он мокрый, скажу вам сразу же, если кто-то не заметил. А вот ботинки, которые российские берцы с этим спреем, которые я также только что обмакивал. Они выглядят гораздо более сухими, нежели чем таланчики. Возможно, все-таки пропиточка не такая уж плохая, как могла показаться на первый взгляд. Да и кордура, в принципе, высохла. Очень-очень здорово, впечатляет. Прошел практически час с момента, как я замочил ботинки. И, в принципе, они выглядят очень-очень сухими. Для вот таких вот простых трекинговых прогулок они годятся очень даже хорошо. Что ж, можем подытожить наш обзор сравнения и сказать заключение. Берцы Faraday Mod 906
и берцы Талан тип Б являются обувью для всех военнослужащих. Это общевойсковые ботинки, которые носят как солдаты срочной службы, так и контрактники и прочие военные. Они могут быть, в принципе, на равных, но с некоторыми исключениями. А какие именно, озвучивать не буду. Я думаю, у вас у самих хватит мозгов, чтобы для себя прикинуть, где побеждает этот, а где проигрывает этот, или наоборот. Что хочется отметить. Талан тип Б сидит очень хорошо на ногах, он удобен, не тяжелее, чем Faraday Mod 906, при том, что это более навороченный ботинок, как мне кажется. А вот, к сожалению, российский берец в базе не имеет всех тех средств, которые есть в базе у таланов тип Б, что не может не радовать. Более подробное видео о таланах тип Б я еще сниму, но перед тем, как выпустить это видео, я не знаю, когда я его выпущу, мне надо будет поподробнее изучить вопрос этих ботинков, побольше, подольше их поносить, чтобы видео было наиболее объективным, понятным и интересным для вас. Так что вот так вот, дорогие друзья. Если вам интересно было это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, возможно, на мой инстаграм, и поддержать канал на Patreon или Boosty. Благо, такой способ поддержки у меня есть. Хотел бы задать вам вопрос. Есть ли у вас интерес увидеть продолжение вот этого видео? Да, в 2016 году я делал обзор на американские ботинки Belleville 590 USMC, если я не ошибаюсь. И все эти 4 года я также носил эти берцы, и у меня сложилось о них определенное впечатление, которое я бы хотел вам озвучить. Но без ваших комментариев я не пойму, нужно ли вам такое видео или нет. Собственно, все, друзья. С вами был военный обзор. До скорых встреч. Пока. Дополнение к всему увиденному прежде. Сейчас я занимаюсь тем, что тестирую эти ботинки в повседневной носке и в полевой носке прямо сейчас. Хочу поделиться уже немножечко сложившимся впечатлением касаемо их. Поносил, пару дней летом эти ботинки с уставными носками, со всеми причиндалами, и, честно говоря, офигел, потому что настолько жарко и некомфортно, что я вообще сомневаюсь в том, что эти ботинки можно считать летними. Но, вероятно, это все дело привычки, потому что я привык к обычным берцам. Таланы, в принципе, вот для таких условий более осенних гораздо лучше, чем для летних, на мой взгляд. Но об этом вы узнаете уже в следующих видео. И, кстати, эти ботинки отлично подходят к сурупату. Всем рекомендую.